Добрый день, друзья! Меня зовут Неля, и вы на канале Готовить Просто. Сегодня хочу поделиться с вами очень вкусным и простым рецептом из капусты и фарша. Готовим ленивые голубцы в духовке. Этот рецепт намного проще в приготовлении, чем стандартные голубцы, но вкус имеет превосходный. Блюдо получается очень сочным, вкусным и ароматным. А подчеркивает все это кисло-сладкий соус, в котором мы и будем запекать эти голубцы. Если вы хотите знать, как я готовлю стандартные голубцы, ссылку оставила в описании под видео. Для приготовления нам понадобится 500 грамм фарша, 250 грамм капусты, 1 луковица, морковь, 65 грамм риса, соль, перец и 2 зубчика чеснока. Для соуса сметана, помидор в собственном соку, либо томатная паста, лук, морковь, соль, перец и сахар. А теперь подробнее. Начнем с приготовления риса. В рецепте он нужен отварной. Берем 65 грамм риса, это примерно 4 столовые ложки с горкой. Хорошенько промываем под проточной водой. Заливаем 120 грамм воды. Ставим на огонь. Как только закипит, накрываем крышкой и убавляем огонь до минимума. Готовим, пока вся вода выпарится. Вот такой в итоге получаем рис. Он полностью проварился, не склеивается, пока отставим его в сторону, чтобы он остыл. Займемся другими ингредиентами. Хочу показать, как я для этого блюда использую капусту, не разрезая качан. Снимаем верхние листики. Они чуть рвутся, но это не страшно. Для рецепта нам нужно 250 грамм капусты. Это примерно 3 вот таких капустных листа. Отрезаем все лишнее и обязательно эту центральную жилку. Оставшийся лист нарезаем тонкими полосами. Кладем их друг на друга и мелко шинкуем. Кстати, если у вас не получается мелко шинковать капусту, это прекрасный способ. Очень легко и просто. Теперь эти полосы нам необходимо нарезать еще мельче, на небольшие брусочки длиной не больше 2 см. Готово. Перекладываем в тарелку и займемся луком и морковью. Лук нарезаем небольшим кубиком, морковь измельчаем на крупной терке. В сковороду наливаем 2-3 столовые ложки растительного масла, добавляем лук, тушим пару минут до прозрачности. Для большего аромата и вкуса я добавлю кусочек сливочного масла. Добавляем морковь, тщательно перемешиваем, тушим пару минут. К тушеным овощам добавляем измельченную капусту. Хорошенько все перемешиваем и готовим около 10-15 минут на небольшом огне, периодически помешивая. Когда капуста станет мягкой, я пересыпаю ее в отдельную миску, чтобы она быстрее остыла. Сковороду мою, сейчас в ней будем готовить соус. Наливаем 3-4 столовые ложки растительного масла, добавляем измельченный лук и пассируем до прозрачности. Теперь добавляем морковь. Кстати, для соуса я беру более крупную морковку. Мне очень нравится ее сладость в соусе. Перемешиваем, тушим пару минут. Для соуса я буду использовать томаты в собственном соку. Их можно заменить на 2 чайные ложки томатной пасты, разведенными 150 мл воды. Добавляем к овощам и тушим, периодически помешивая. По времени овощи должны готовиться минут 5-7. За это время влага испарится, а соус будет той консистенции, которая нам нужна. Солим. Пару ложечек сахара для стабилизации кислоты. Перчим по вкусу. Добавляем 300 мл сметаны, у меня жирность 18%. Перемешиваем и тушим пару минут. Соус должен хорошенько прокипеть. Выключаем. Возвращаемся к голубцам. К остывшей капусте добавляем отварной рис, фарш, соль, перец по вкусу и парочку измельченных зубчиков чеснока. Тщательно вымешиваем. Форму, на которой будут готовиться голубцы, смазываем растительным маслом. Берем немного фарша и формируем голубцы. Форма может быть любая. В общем-то, как и размер. Формировать голубцы нужно влажными руками. У меня получилось 7 больших голубцов и 1 маленький. Отправлю его в центр.
Теперь заливаем голубцы с соусом, чтобы он полностью покрывал блюдо. Отправляем в заранее разогретую духовку при температуре 180 градусов. Если у вас голубцы небольшого размера, на 40 минут. У меня получились довольно крупные, им нужно больше времени, чтобы приготовиться. Я буду готовить минут 50-60. Если вы боитесь, что голубцы могут подгореть, накройте сверху их фольгой. Я не накрывала, и вот такой результат имеем в итоге. Сейчас одну подыму, покажу, сколько у нас жидкости. Куча сока, в котором готовились голубцы. Подаем как отдельное блюдо или дополняем гарниром. Берем 2 штучки, сверху еще полью соусом и немного сметаны для вкуса. Ленивые голубцы получились очень вкусные, нежные, сочные, мягкие. И все это прекрасно дополняет кисло-сладкий соус, в котором они готовились. Это очень вкусно. Друзья, настойчиво рекомендую приготовить это блюдо. Свои отзывы оставляйте в комментариях под видео. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, делитесь видео в соцсетях и не забывайте подписываться и нажимать на колокольчик, чтобы получать уведомления о моих новых видеорецептах. С вами была Неля, всем приятного аппетита и мирного неба над головой.